Всем привет, друзья! Сегодняшний выпуск гадания онлайн на картах Таро мы посвятим раскладу «Кто твой мужчина по судьбе?». В нашем раскладе будет принимать участие 3 колоды: Таро Меломанара, Таро Дюрера и Таро Казановы. И будет выложено 3 варианта. Первая карта будет характеризовать женскую позицию, что вы за женщина, что вы за партнер. А вторая карта будет символизировать или обозначать, что может вас объединить с вашим партнером. И третья карта, которую будет представлять колода Таро Казановы, будет характеризовать того мужчину или тот образ мужчины, который вам по судьбе. Поэтому прошу сосредоточиться на 3 раскладах. Колоду я уже в принципе перетасовал, но еще раз перетасую, дабы частота эксперимента была более естественная и более непредсказуемая. Настройтесь, пожалуйста, на расклад. Первые 3 позиции. Первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Это позиция женской карты или ваша позиция как партнерши. Что вас может объединять? Для первой позиции первая карта, для второй позиции вторая карта и для третьей позиции третья карта. Собираем. И еще раз сосредотачиваемся. Положение карт здесь особой роли не играет. Мужчина для первой позиции, мужчина для второй позиции и мужчина для третьей позиции. Итак, еще раз. Позиция номер 1, позиция номер 2, позиция номер 3. Прошу сосредоточиться, сделать глубокий вдох, определиться, выдохнуть. И мы начинаем сегодня с позиции номер 1. Вы особа весьма многогранная, особа, которая по жизни пользуется некой такой популярностью у мужчин. А вот особа по жизни удачливая и особа, которая может дать понять своему мужчине, что он достоин ее, а она достойна его. При таком вот неком обоюдно выгодном, такой обоюдовыгодный союз предоставить ему и дать понять, что этот союз может состояться. Возможно, вы по знаку гороскопа Весы или Дева, возможно, Лев. Это 3 знака, которые очень близки к 10-му аркану. Вы трудолюбивая женщина, вы можете и умеете справляться со своими обязанностями, и на работе вы выполняете все, что на вас возлагают ваше руководство, а может быть даже и справляетесь с большим объемом задач. Поэтому для своего партнера вы можете быть и неким таким помощником, подспорьем. Есть еще один момент по этому аркану. Вы иногда оглядываетесь в прошлое, иногда ищете поддержки, часто ищете поддержку в глубине себя и очень часто наступаете на старые грабли, то есть повторяете ошибки. Каков мужчина для вас? Для вас мужчина — это первый аркан — маг. Кто этот мужчина? Это, скорее всего, по знаку зодиака либо рыба, либо овен, либо телец. Вот такие вот, скорее всего, черты характера, знаков зодиака, присущие вашему мужчине.
Это какой-то специалист, может быть, это какой-нибудь, возможно, врач, возможно, специалист высшего класса, вот так, высшего пилотажа. То есть мастер высшего уровня в своей сфере деятельности, в любой сфере деятельности. Это довольно-таки хитрый человек, который может пытаться вами манипулировать и может вас соблазнить, увлечь за собой. Это такой незаметный человек, может быть, который находится возле вас, вы его не замечаете, но в ближайшее время он может себя проявить, если вы обратите на него внимание, и он даст вам о себе знать. Это очень умелый человек, это может быть мастер в прямом смысле слова на все руки. Это может быть еще некий такой хитрец, да, обманщик. Может быть человек с криминальными наклонностями. Но, в общем, это очень такой динамичный, очень настойчивый и очень упорный человек, который, в принципе, знает, чего хочет и всегда получит свое, если он этого задумал. И если вы ему покажетесь на пути, он подкрадется к вам незаметно и сделает свое дело так, что, возможно, вам будет приятно, а возможно, вы будете и сожалеть. И вот что между вами подскажет философское Таро Дюрера, которое максимально точно отвечает на такие вопросы, которые соответствуют будущему партнерских отношений. Выпадает рыцарь булав или рыцарь жезлов, да? А рыцарь жезлов — это страсть и любовь. То есть пылкая любовь и страсть, также жажда перемещаться, да, огонь, то есть это огненный знак, это стрелец, объединяет вас. Что же это такое? Это некая такая деятельность, которая позволит вам развиваться вместе. То есть либо это творчество, либо это бизнес, либо это семья. Вас будет объединять то, что может развивать одновременно и вас как партнера, да, и его как партнершу, да, вас и его как партнера. То есть вас объединяет обоюдное развитие. Помните, что рыцарь булав — это не только такой пылкий любовник, но еще и человек, который куда-то постоянно спешит и торопится. Поэтому ваш партнер, возможно, может вам изменять, да, ну, склонен к изменам, да, поскольку он такой плут, маг, может быть, какой-то чародей, да, можно его так назвать, появился в вашей жизни и одурманил вас. Внезапно, да, откуда ни возьмись, из грез, из фантазий, из вот этого зазеркалья, перед которым вы находитесь в настоящий момент. И карта показывает, что он немножко к вам спиной находится, да, хотя здесь по карте мы видим, что он за спиной у вас, то есть он одновременно и спиной к вам, и за спиной у вас. Вот такая магия у вашего партнера будет присутствовать, да, и вам надо это учесть, то есть вы должны быть готовы по десятке, да, по колесу судьбы, настолько быть удачливы в его отношениях, что ну, вы должны ему давать всегда немного больше, чем он хочет. В этом и прелесть, и в этом и минус вот этого вот отношений, возможных отношений, да. То есть здесь мы видим некое такое постоянное горение, постоянное некое напряжение, и нужно будет помнить о том, что напряжение необходимо будет постоянно куда-то сбрасывать, а сбрасывание напряжения — это может быть временная разлука или поездки на дальние расстояния, друзья. В принципе, это все. Первой позиции весьма и весьма повезло со своим партнером, в прямом смысле слова и в кавычках, ну да и вы весьма не подарок в настоящей позиции. И мы переходим с вами к следующей позиции, и мы будем открывать сегодня вторым делом позицию номер 3. Открываем женскую позицию. Вы девятка огня или девятка жезлов. Девятка жезлов — это особа, которая очень пылкая, очень страстная и уже имеет богатый жизненный опыт общения с мужчинами, умеет взять, так как сказать, быка за рога, умеет взять ситуацию
под свой контроль, но при этом, при всем, немного опасается чего-то. Вы также натура, которая постоянно развиваетесь, стремитесь познать что-то новое, стремитесь к чему-то нестандартному, к чему-то экзотическому, к чему-то такому, тому, что вы иногда и сами не знаете, к чему вы стремитесь. Почему? Потому что ваша инициатива заводит вас иногда в такие дебри, да, и вы, бывает, порой и сами удивлены и шокированы, насколько у вас получается отчубучить в прямом смысле слова, и потом вы в прямом смысле слова опасаетесь за последствия того, что может произойти после того, как вы, в кавычках, натворили. Что же ваш партнер по третьей позиции? Ваш партнер по третьей позиции некий такой негодяй, в кавычках, да, и в прямом смысле слова, шалун, и человек, который может доставлять неприятности как самому себе, так и окружающим. Это такой парень, который очень часто приносит разочарование, очень часто приносит неудачи кому-то. По натуре такой победитель, но с неким таким, с некой такой теневой стороной. Может быть, это такой криминал какой-то, может быть, это какой-то игрок, может быть, это человек в прямом смысле слова военный, да, который может побеждать, и его победы приносят кому-то поражение. Также эта персона склонна к некому такому обману и некой такой фальши. Поэтому на будущее ваша вот эта пылкость не должна закрывать вам глаза, да, то есть вы не должны за своей пылкостью и страстью теряться как бы не одевать розовые очки и не слепнуть от своего огня к своему партнеру. Необходимо его держать как не то что на коротком поводке, а на каком-то собственном контроле, да, и не забывать о том, что нужно давать при этом еще и волю вашему партнеру. Почему? Потому что человек, на самом деле человек мечей, да, попадается вам. Пятерка довольно-таки нехороший аркан, но характер этого человека при всей нехорошести аркана, это то, что может давать ему и плюс. То есть у каждой карты есть как положительная, так и отрицательная сторона. То есть его минус может стать плюсом там, где этот человек ставит перед собой задачи победить и побеждает. И ваши вот эти вот мечты, ваш огонь энергии лично вашего, может быть подпиткой его умственного труда, его физического труда, его службы на каком-то предприятии или на какой-то государственной службе. Я же говорю, это может быть в прямом смысле слова и силовик, это может быть и какая-то государственная служба, это может быть какие-то научно-исследовательские институты, что угодно. Но он будет доставлять вам в каком-то объеме неприятности и приятности. То есть ваша задача быть более мудрой женщиной и понимать, что ваши чувства могут контролировать его разум и его энергию. И мы открываем карту, которая вас может объединить, а вас может объединить союз 10 пентаклей, совместная жизнь, тихая, спокойная совместная жизнь в очаге каком-то родном, в родительском гнезде или в собственном угодье каком-то, в собственной квартире. То есть вас объединяет семейная жизнь. Причем богатая, достойная, обеспеченная, с детьми, с наследством, с хорошей старостью обеспеченной. Дети будут вам уделять внимание, вы не будете нуждаться, да. Вы сможете прожить с этим человеком долгую счастливую жизнь, но помните о том, что он человек мечей с весьма-весьма противоречивым характером, может вас обидеть, но если вы будете мудрее, то вы сможете контролировать его огонь, контролировать его разрушающую энергию и направлять ее в нужное для вашей семьи русло, которое приведет вас к счастливой старости, да, во взаимопонимании. Вот таким вот образом. И мы переходим, друзья, с вами к второй позиции.
Открываем женскую позицию. Для тех, кто загадал позицию номер 2. Восьмерка огня. Что ж сегодня такое происходит? А сегодня у нас очень-очень горячие женщины, друзья. Кто выбрал вторую позицию, если вы выбирали со стороны женской позиции, то восьмерка огня говорит о следующем. Вы весьма такой чувственный и весьма влюбчивый персонаж. И эта влюбчивость вам очень часто помогает, очень часто вредит. Причем влюбляетесь вы во все. От своих друзей, да, до своих фантазий. То есть вы такой человек, что можете в свою фантазию влюбиться, держать ее очень долго, обыгрывать. Никто вам не нужен, кроме своей фантазии. И здесь тоже есть некие такие прелести, некие недостатки, которые могут отражаться на партнерских отношениях. Самое главное ваше достоинство — это то, что вы очень часто никуда не торопитесь. То есть вы не такой деятель, как персона по третьей позиции, да, не такой уж шустрый, всезнающий и удачливый, как по первой позиции. Вы такая вот улиточка, некий такой тормоз, некий такой в себе, но это в себе в вас клокочет огнем, как вулкан, да, который готов извергнуться, да, на своего партнера, да. И вы ищете его. И очень часто вот в этих мечтах вы и не замечаете своего партнера, который очень рядом, да, который, вот как по первой позиции рядом, но этот человек вам и делает знаки, да, в отличие от первого, который окажется ниоткуда, да, и возьмет свое, а этот вот делает знаки вам, а вы не обращаете внимания, потому что вы находитесь в своих грезах. И мы открываем позицию номер 3 вашего партнера, это король кубков. Король кубков, друзья, это скорпион, очень близок к скорпиону, либо это стрелец, либо это весы, так вот рядышком с этим знаком, да. Что же это за персонаж? Ну, это король, это состоявшийся мужчина, это мужчина, который знает, что он может дать вам. Это такой король чувств, король эмоций, король безобразий, король шаловства, король переживаний. Это именно тот человек, которого вы ищете в своих грезах, да. Но для того, чтобы он материализовался, нужно что-то сделать. Король кубков — это персонаж, который действительно чего-то уже добился в жизни. Это взрослый человек, это, скорее всего, человек старше вас. Это человек, который работает в каких-то таких гуманитарных направлениях. Это может быть человек, который обладает некими медиумическими возможностями. То есть человек, который контролирует и ваши чувства, и свои чувства, и эмоции. Человек, который может это подарить, и человек, который может их вам подарить буквально из ничего, да, сделав вам приятное одним словом, одним взглядом и одним своим настроением, да, одним своим присутствием. Человек, скорее всего, будет высокопоставленный, либо старше, либо, так как говорится, папик, но его нужно будет найти. Таких мужчин, как бы не так уж они распространены, да, это такой редкий персонаж, причем характер у него весьма и весьма противоречивый, весьма неординарный. Иногда, как скорпион, он может ужалить очень больно, и ваша задача, как человека, который блуждает в пространстве своих грез, быть готовым к этому нападению, да, быть готовым к тому, что он может попить из вас кровь и, так сказать, быть готовой попить кровь из него. И я вам скажу, что вот этот вот союз огня и воды очень-очень может быть противоречивый, очень может быть такой бурлящий, клокочущий. Это такая может быть некая как магма, которая вырывается со дна океана, да, на свободу и резко застывает. И вот этот союз, он такой самый-самый, можно сказать, противоречивый из всех трех вариантов, да, вот как вот если проанализировать. Но что же вас может сплотить и объединить, и как вы, какая дверь может, какой ключик к сердцу этого мужчины может быть использован вами для того, чтобы этот союз состоялся и был очень и очень удачным. Мы открываем последнюю карту.
И это шестерка чаш. Шестерка чаш, друзья, это забота, любовь. И это дети, это прошлый опыт, и это некая обращенность к своему детству, к его детству. Это некая такая детская непосредственность. Это очень-очень глубокие чувства, и это ощущение и настроение счастья. Здесь, друзья, у меня, как у таролога, к вам один совет. Не торопитесь, будьте счастливы, любите друг друга, заботьтесь друг о друге и помните о том, что жизнь быстротечна, и наполняя каждый свою чашу, обменивайтесь энергией по этим чашам, да, дарите лишнюю энергию свою другим людям, рожайте детей, воспитывайте детей, заботьтесь о них и заботьтесь о своих внуках и окружающих, и будет вам мир и счастье. На этом, друзья, у меня все. Я благодарен всем, кто досмотрел настоящее видео до конца. Также я благодарен всем за лайк и подписку на мой канал. Пишите мне, задавайте вопросы, записывайтесь на сеансы онлайн-гадания на картах Таро на моем сайте. Ссылку на него вы можете найти под настоящим видео. Скоро увидимся, услышимся. Всем пока.